говорил Байрон, если я правильно понимаю Священное Писание, то рай находится именно в Армении. Чем больше я путешествую по этой стране, тем больше смысла я нахожу в этих словах. Мы продолжаем исследовать эти края, и мне интересно, чем еще Армения нас удивит. Сегодня в программе армянский элемент в таблице Менделеева. У черта под мостом. Для чего нужны дырки в камнях? Танцуют все. Как выглядит Бог? Я еще ни разу не встречала ни одной такой нации, которая бы настолько сильно гордилась и любила свой алфавит. На территории Армении существует несколько памятников буквам. Вот, например, это место располагается неподалеку от горы Аралер. Буквы имеют такую весьма своеобразную форму. Я, естественно, не понимаю их значения, но знаю, что с ними связано множество мистических совпадений. В Армении каждый школьник знает имя Месропа Маштоца, создателя национальной письменности, просветителя, монаха, ученого. Поразительно, но алфавит, придуманный Маштоцем более 1500 лет назад, в бесконечно далеком 405 году, имеет таинственную связь с таблицей Менделеева. Что за ерунда, воскликнете вы? Давайте разбираться вместе. Возьмем для примера слово «золото». По-армянски оно звучит как «воски» и состоит из 4 букв. Первая из них «во» занимает 24 место в армянском алфавите, вторая «с» – 29-е, третья «кен» – 15-е по счету и, наконец, «ини» – 11-е в этой системе буквенных знаков. Если сложить номера «во», «с», «кен», «ини», получается число 79. А это атомный номер золота и одновременно его порядковый номер в таблице Менделеева. При жизни Месропа Маштоца были известны 7 металлов – золото, серебро, железо, ртуть, олово, медь и свинец. И во всех армянских названиях этих металлов зашифровано обозначение их атомного номера. Здесь уже и о случайных совпадениях говорить не приходится. Не лишним будет сказать несколько слов и о символике армянского алфавита. Месроп Маштоц воссоздал все 36 буквы. И если поставить все эти 36 буквы как пирамида, наверху получается буква А, то есть Аствац, Бог. С правой стороны буква С, которая Святой Дух, Сурпхоки. И слева получается Христос, Христос. А у тебя есть какая-то любимая буква в алфавите? Вот это самая моя любимая буква – это буква Э, поскольку это все объясняет как-то сущность армянского народа. И буква Э – это как-то означает «есть», «существует». Даже само русское слово «есть» – это тоже Э. То есть даже Бога мы называем Астват, Аст и Есть – это тоже самый корень. Армянский язык певуч, красив, но освоить его нелегко по целому ряду причин. И есть очень интересные звуки в нашем алфавите. Например, буква Ж, буква Г и буква Р, которые очень сложно произнести. Мне сейчас послушалось, что как будто бы это одна и та же буква. Но на самом деле это не так, да. То есть очень тонко. То есть Г, Г, да. Г, Ага. Р, как обычная русская. Ну да. И Ж, мягче. Р, Р. Ну, получается практически, да. Получается, ну ладно. Титаническое единоборство с армянским языком окончилось моим полным поражением. С горя я решила отправиться в одно очень страшное место с ужасающим названием Сатанинский мост. Я вас хочу познакомить с Арамом. Арам знает все про эти места, а также он профессиональный альпинист. Арам, расскажи, пожалуйста, почему Сатанинский мост и где, собственно, мост? Мост называется Сатанинский по нескольким причинам, несколько версий есть происхождения названия. Но одна из причин, конечно, то, что он очень зловеще выглядит. Еще у него есть свое подземелье, там карстовые пещеры, висят сталактиты, сталагмиты растут, и много разных цветов на камнях, поэтому такое зловещее впечатление оставляет. Еще одна из версий то, что
река, которая вливается под него, река Воротан, она вливается в меньшем размере, чем вытекает. Как И- так получается? Ну, людям раньше казалось, что сатана здесь причастен, но на самом деле там внутри минеральные воды вытекают, поэтому вода увеличивается. Там есть даже бассейны с теплой водой, в которых можно искупаться. Вот интересно по поводу пещер. Что нужно сделать, чтобы спуститься? Ну, для того, чтобы спуститься, есть много путей. Наиболее короткий – это случайно упасть. Но я предлагаю более профессиональный способ. Свесим веревки, обвяжемся, оденем шлемы и по-человечески пойдем в пещеру. Сейчас организуем страховку. То есть вы, конечно, будете чувствовать себя альпинистом, но без каких-либо проблем и рисков. Ну хорошо, пойдемте, буду чувствовать себя альпинистом. Пошли. Сейчас делаем рок-н-ролл тест. Вот так вот головой помотай. Ну, все нормально. Отлично. Страховка есть? Да, других способов до пещеры добраться нет, поэтому будем спускаться со скалы. Я готов. Давай. Я готова. Очень долго добирались до этой пещеры, но я чувствую, это того стоило. Единственное, что меня беспокоит, это нужно было взять резиновые сапоги, потому что ботинки у меня уже промокли. Арам, куда ты меня привел? Что это? Вот это и есть та самая пещера под Сатанинским мостом. Думаю, здесь более понятно, почему этот мост именно так называется. Да, теперь стало все на свои места. Обратите внимание, что эти все воды разной температуры и в основном теплые. Да, вода, кстати, очень теплая. Еще запах такой, похожий на банный. Сероводород. Как будто ты в бане находишься. Арам, а эту воду можно пить? Да, конечно. Прям вот. Вот смотрите. Хай. Вкусная вода, давай. Отличная и лечебная. Минеральная вода. Арам, спасибо тебе большое. Я получила просто непередаваемое ощущение. Я первый раз видела
сталактиты, которые растут тысячи лет здесь, в этой пещере. Очень круто. Но все-таки уже темнеет, наверное, нам нужно возвращаться. Пойдем. Несмотря на то, что мы все промокли, все равно я счастлива и довольна. Мы сменили мокрую одежду на сухую и вновь отправились в путь. Как выразился Арам, гид туристической фирмы Find Armenia, сегодня нас ждет вечер армянского колорита. Устроить его решили на берегу Сивана. Там уже развели костер и приготовились к встрече. Хотя мы очень спешили, по дороге к озеру сделали остановку, чтобы взглянуть на красивые камешки. В некоторых местах Армении можно встретить такой вулканический камень, как обсидиан. Он черного цвета, продается в сувенирной лавке за 500 или за 1000 армянских драм, в зависимости от размера. Но буквально стоит отъехать на 20 километров от города, здесь его совершенно бесплатно можно достать. Обсидиан – камень поделочный. Он хорошо смотрится в ювелирных украшениях. А вот наши первобытные предки изготовляли из этого гладкого, похожего на кусочки темного стекла минерала, ножи, скребки, наконечники копий и даже зеркала. Здесь, на берегу озера Сиван, горит костер. У костра туристы из разных городов России. Сегодня мы будем знакомиться с культурными традициями Армении. Начнем мы, естественно, с танцев. Танцор из меня, конечно, не очень, но я обязательно попробую научиться. Так, вот у меня шапочка. Я пошла. Сегодня я поняла, что танцы любой сложности для меня какая-то непостижимая вещь. Ну ладно, ничего страшного, я думаю, что, наверное, мы научимся. Расскажи, пожалуйста, какой танец мы сейчас танцевали, и как он называется, и что он означает? Хорошо, мы станцевали танец Эчмиадзин. Вообще-то у армян до сих пор храняются все эти танцы, которые они с давностью танцуют. И танец Эчмиадзин, почему он уникален? Потому что все движения, они как-то повторяют и показывают архитектуру главного собора Эчмиадзина. И там каждое движение имеет свой особый смысл. Когда мы держивались с мизинцами, это означает, что контакт между танцорами, в смысле между мужчиной и женщиной, должна была быть минимальным. Вообще-то мы выбрали самый легкий танец, в смысле движения, потому что есть там еще более сложные танцы, значит, движения, в которые прыгают, то есть сначала идет медленно, а потом уже начинаешь прыгать. И это как-то опять показывает связь между человеком и природой, да? Вы не против показать там сложный танец сейчас? Ну, сложный сравнять с этим, конечно, но попытаемся показать, да, более сложный танец. Давайте, очень Движение, интересно посмотреть. А потом все собрались у тихо шумящего костра, и Арам взял в руки гитару. И снова дорога. Цель моей сегодняшней поездки – Карагунш, армянский Стоунхендж. Гигантская доисторическая обсерватория, название которой можно перевести так – «Поющие камни». Мегалитический комплекс Карагунш расположен на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, неподалеку от города Сисиан.
Возраст Карагунша 7500 лет, а это значит, что он старше Стоунхенджа на 3 тысячелетия. И таким образом выходит, что это древнейший научный центр в мире из обнаруженных до сих пор. Площадь комплекса более 7 гектаров, то есть приблизительно 14 футбольных полей. На этой огромной территории в строго продуманном порядке выстроились вертикальные монолиты. Они сгруппированы в центральное кольцо, камнеряд, 2 аллеи, северные и южные крылья. Камни весом в несколько тонн предположительно добывали в ближайшем ущелье и перетаскивали на плато. С помощью молотка и зубила в них проделывали сквозные отверстия, которые были направлены на определенные точки неба. Используя эти глазки, древние люди могли наблюдать за движением звезд. А что в обсерватории делает гробница? Ну, обсерватория, вообще любой научный центр в древние времена, даже в Средневековье, принадлежал духовенству. И в то время тоже научными открытиями, изучением неба занимались жрецы. И вот эта гробница одного из жрецов, который здесь жил и проводил научные работы. Вот уж действительно загадочное место. Мегалиты, дыры в камнях, жрецы. Сумеет ли когда-нибудь человечество разгадать все его тайны и понять, наконец, о чем же поют ему камни Карагунжа? Когда путешествуешь по Армении, всюду видишь христианские храмы. Порой даже начинает казаться, что в этой стране монастырей и церквей больше, чем жителей. На левом склоне ущелья реки Арпы стоит Гандеванг, один из самых красивых монастырей X века. Крупный духовный, религиозный просветительский центр Средневековья. На протяжении столетий монахи этой обители, ученики учеников Месропа Маштоца переписывали рукописи и занимались переводами, взращивая плоды духа, помогая своему народу познать мудрость и наставления, понять изречение разума. Из поколения в поколение передается в Армении уважение к этим людям, создателям национальной письменности и литературы. Для каждого армянина первые переводчики – святые. Отсюда, кстати, почтительное отношение к этой профессии. Переводческая культура в Армении очень сильно популярна и развита, особенно в древние времена, когда здесь переводили рукописи. Наши священники даже праздновали специальные дни, отмечали специальные дни в календаре, посвященные переводчикам. Во все времена в Гандеванке жили монахи-отшельники. Эта традиция сохраняется по сию пору. Скажу сразу, нынешнего, единственного обитателя монастыря я так и не увидела. Гандеванг с его древними надгробными камнями, резными крестами-хачкарами, фрагментами храмовой росписи – настоящая религиозная святыня. В последние годы все больше людей помогают восстанавливать монастырь. Делают они это добровольно, исключительно своими силами. Да и как не попытаться сохранить такое историческое наследие? Один храм святого Степаноса чего стоит? Церковь основала ксюникская княгиня София, которая считала, что Вайоццор и вообще вот эта местность похожа на кольцо, которому не хватало камня. И построив эту церковь, она сказала, что этому прекрасному обрамлению не хватало драгоценного камня, и вот, пожалуйста. Церковь святого Степаноса поражает воображение. Права была княгиня, это настоящая драгоценность. Но, буду честна, самую большую радость в Гандеванке мне доставило знакомство с самым милым обитателем этого монастыря. По легенде, когда Бог создал человека, человеку стало скучно. И тогда Бог из земли создал ему собаку. Собака породы гампар, древняя армянская порода. Вот это чудо зовут Зранги. Он живет в монастыре и очень любит играть. Конечно, у него очень большие и опасные зубы, но он добрый. Вот, и стеснительный. Смотрите, как он стесняется. Вечереет, а мне, между тем, нужно успеть осмотреть 2 интересных места. И сначала я отправляюсь в пещерную деревню.
За моей спиной вы видите настоящую пещерную деревню Хан-Зореск. На протяжении всей истории Армении она считалась одной из самых крупных деревень, населением в 15 тысяч человек. Ее жители строили дома таким образом, что их невозможно было завоевать. Но последние обитатели деревни уехали в 50-х годах прошлого века. Сложно поверить, но всего каких-то 65 лет назад здесь еще жили люди. Для того, чтобы попасть к себе домой или зайти в гости к соседу, обитателям Хан-Дзореска приходилось пользоваться веревкой. Зато эта деревня, похожая на огромный многоярусный дом, была идеальным убежищем. Веревки убирались, жилища изнутри запечатывались камнями, а моста, по которому я сейчас иду, и в помине не было. Этот подвесной мост был построен недавно. Его длина 165 метров, а высота 65. Лучше не смотреть вниз, а то немного кружится голова и немного страшно. Пещеры – это всегда интересно, особенно такие необычные. Сейчас я нахожусь в чьем-то доме. Здесь 2 комнаты. Вот я вижу погреб. Когда-то здесь жила какая-то армянская семья. Также в этой местности есть свой родник. Называется родник 9 младенцев. Сделан он в форме женской груди. На этот счет есть своя легенда. Это муж решил почтить память своей погибшей жены вот таким образом, сделав такой родник вот в такой форме, потому что у нее было много детей. Солнце вот-вот зайдет, а я еще не добралась до Нараванка. Стоящий на уступе извилистого ущелья реки Гнишик, окруженный красными скалами, издалека этот средневековый монастырь почти незаметен. Но по мере приближения к нему начинаешь понимать – перед тобой чудесное творение рук человеческих. Здесь так красиво, что хочется зажмуриться. Нараванк в переводе с армянского означает «новый монастырь». И название это дано ему не случайно. Архитектором этого монастыря был один гениальный, очень талантливый мастер Мумик, которого можно считать одним из видных деятелей эпохи Возрождения. Он здесь применял очень много новых стилей, новые направления, очень много новых произведений он сам внедрял в искусство и очень большой вклад оставил в мировой культуре. Одно из самых сильных моих впечатлений в Нараванке – уникальное скульптурное изображение Бога Отца. Что очень ценно вот в этом барельефе, что это первое в мире изображение Бога Отца, реалистичное изображение, что вот он изображен в виде человека. И почему он изображен именно так? В те времена, это 14 век, Армения находилась под татаро-монгольским игом. И для того, чтобы они не уничтожали наше культурное наследие, Мумик изобразил Бога именно с миндалевидными глазами и с косичками, чтобы это изображение было каким-то образом близко, что-то родное для монголов. Ну, это, пожалуй, был единственный вариант, чтобы под их властью можно было творить вот в этом направлении. Скоро стемнеет, но у меня еще есть время, чтобы пройтись по Нараванку. Да чего же не хочется расставаться с этой красотой, совершенством и таким редким для меня ощущением умиротворенности. Это был незабываемый, фантастический день. Еще один день, который я провела в удивительной стране Армении.